Было ли у вас такое, что вы не можете проснуться от будильника, а у вас завтра совещание, важная встреча или экзамен? Неприятная ситуация, правда ведь? Для меня это обычное дело, поэтому я решил сделать необычный будильник. Привет всем! Думаю, вы уже слышали про убегающий будильник. Но что делать, даже если он не справляется? Представляю вам другую вариацию будильника – водяная турель с автонаведением, которая разбудит вас, даже если вы этого не хотите. Управлять ей можно через браузер на смартфоне или компьютере. Автонаведение производится за счет электрического датчика движения, который, естественно, используется не по назначению. Он реагирует на движущиеся теплые объекты, а турель же сама двигается и таким образом ищет их. Конечно, при некоторой сноровке и наличии малинки можно использовать и более точные способы автонаведения. Но обо всем по порядку. Проект несколько раз переделывался и вышел довольно скомканным, поэтому и дизайн турели немного хромает. Вообще изначально планировалось стрелять в спящего меня пульками для детских пистолетов. Потом я подумал, что собирать их будет довольно запарно, да и если полетит не туда, то и задохнуться можно. После чего я подумал стрелять снарядами от нерфа, что в каком-то виде даже успел сделать. Однако, если снаряд прилетит в глаз, то можно включить фингал. Да и не уверен, можно ли законодательно такие метательные вещи делать. Когда я уже захотел забросить проект, что было откровенно жалко, мне в голову пришла гениальная на тот момент идея – использовать насос. Это и безопасно, ну относительно, и эффективно. И точно не запрещено. Ну, вроде как. К тому же в конструкции турели практически не пришлось ничего менять. Приступим же к сборке. Печатаем детали. Базу решил сделать из двух 6-мм фанерок, которые криво выпилил ручками. Ну как смог. Потом сверлим в них посадочные отверстия и красим в черный цвет. Прикидываем, где будет находиться электроника, и соединяем все вот по этой схеме. Мозги я развел на макетной плате. Приблизительно потрошки должны выглядеть как-то так. Тут же можно проверить правильность подключения. Если не пошел белый дымок, то это успех. На вторую фанерку прикручивается сама турель. Но сначала необходимо ее собрать. После чего через напечатанные проставки винтами соединяем ее с первой фанеркой. С другой стороны все это дело стягиваем ножками с закладными гайками. Довольно удобная конструкция, скажу я вам, получилась. В верхнюю фанерку вкручивается тумблер. Второе звено турели тоже изначально планировал сделать из фанеры. Однако ровно руками я такую фигню не выпилю. А заказывать резку или фрезеровку тут негде. Поэтому я забил и распечатал его на 3D принтере. Сервопривод крепится в держатель и прикручивается к базе. С другой стороны, подшипник с держателем прижимается через втулку. И все это дело прикручивается к второму звену. Дальше нужно заняться склеиванием. Приклеиваем соплеклеем дисплей к держателю. Ствол также необходимо приклеить к крышке.
после чего крышка прикручивается к коробу. Изначально эта конструкция предназначалась для нерв-снарядов, но легким движением руки, при помощи насоса силиконовой трубы и сопла, она переделывается под воду. Короб и дисплей прикручивается ко второму звену. С другой стороны прикручивается держатель модулей для различных систем автонаведения. Теперь подключим насос. Зачистим контакты и подключим его к остальной электронике. Нужно куда-то прикрепить динамик. Я решил вклеить его прямо на крышку, проделав в ней отверстие для проводов. Клею динамик на любимую двухстороннюю ленту. И припаиваю. В качестве контейнера для воды использовал пластиковый короб, уже не помню от чего. Хотел его зафигачить напрямую на турель, так как он уж очень хорошо туда подходит. Но потом подумал, что не смогу нормально его загерметизировать, и забил, поэтому он будет стоять рядом. Для начала проделаем в нем отверстие для трубки и провода. Ну и просто соединяем все вместе. Основная часть турели готова. Хочется также напомнить еще об одном. Вот это совсем не дружит вот с этим. И по-хорошему всю электронику нужно хорошо герметизировать. Иначе может случиться пожар. Но я чё? У меня это прототип. Производим пробный выстрел. Автонаведение изначально планировалось сделать по камере. В процессе даже был написан скрипт, который должен был крутиться на малинке и рулить турелью. Собственно, оставалось только приобрести малинку. Но тут стоит пояснить, что я был в курсе, что из-за дефицита полупроводников цены на технику выросли. Но я не думал, что настолько. Зашел я на Алик и малость прифигел от цены. Ну и конечно же подумал, что пожалуй покупать я ее не буду. Нет. Использовал то, что было под рукой. ESP и датчик движения. Не, ну а чё, датчик реагирует на движение теплых объектов. А если объекты не двигаются, их можно подвигать. Почти это турель делает. Есть только один недостаток. Будильник разбудит вас, только если вы еще теплый. Управляется турель через веб-интерфейс. Там ее можно порулить напрямую, а также установить будильник. Ну и естественно, все то же самое можно делать со смартфона. Показывать будильник в работе я, конечно же, не буду, так как не хочу пока что светить своей наглой мордой. Так что на этом все. До встречи.